Мальчики, девочки, всех приветствую на своем канале Амадея Таро. Сегодня расклад не по расписанию, две колоды сами попросились. Расклад будет на одну позицию, поэтому подойдет не всем, но кому-то эта информация, видимо, нужна. Значит, здесь как предупреждение рода идет, посыл. Сейчас посмотрим, в чем именно. По предварительному могу сказать так. К вам движется туз кубков. То есть какая-то любовная тематика, что у человека на уме, знаете, как приехал, увидел, победил, что-то по страсти. По страсти хочет к вам какие-то намерения совершить. И по оракулу теней хочу сказать, что у вас здесь идет, вас как бы ставят на выбор, но работали по свечам, либо же вы работали, либо же по вам работу проводили. И смотрите, карты уточнила я, тут либо в чем вообще выбор у вас, да, вот этот состоять будет. Либо же вы снова бросаетесь во что-то, что вам не надо, либо же вы уходите в какую-то радость для себя. Сейчас будем уточнять, смотреть, что вообще за информация к вам такая идет. Ну вот первое, давайте-ка вот эту колоду я отлаживаю, откладываю. Возьму вот эту, которая очень просилась. Именно предупреждение вам от рода идет. Сейчас посмотрим, о чем вас хотят предупредить. Что-то так спонтанно, вообще не планировала запись именно вот этого видео, но почему-то в потоке говорят, что нужно. Итак, смотрите, здесь, видимо, кто-то вас хочет в любовные треугольники вогнать, либо же разбить ваше сердце. Этот кто-то знаете, под предлогом того, чтобы вас от чего-то защитить. Тут какая-то подстава, и человек считает, что он это по справедливости будет делать по отношению к вам. Какая-то обиженка, что ли. Сейчас посмотрим. Предупреждение. Так, давайте-ка рассмотрим предупреждение, о чем хотят вас предупредить. Так, ну это вы, королева пентаклей, королева кубков. Вас хотят перевести из одного статуса в другой, то есть вы здесь такая рациональная личность, которая занимается своим делом, то есть занимает определенные позиции в социуме, в жизни. Возможно, у вас также семья есть. Вас хотят на эмоции пробить. Как вызывают к вам определенные силы, дабы вы более чувственной стали. Вам какую-то навязчивую идею подцепить пытаются в ваше пространство и ограничивают ваш разум. Да, смотрите, вас хотят в повешенного закинуть. Подвесить все ваши планы, все ваши результаты, все ваши устремления.
Чтобы от вас фортуна отвернулась хотят. Особенно если это касается общения с другими людьми, также работа в интернете. Хотят забрать ваши победы. Хотят внести в вашу жизнь перемены, которые будут обнулять все ваши награды, какие-то положительные аспекты, знаете, как дары вам от Вселенной. Может, вы вообще там выиграть что-то должны были, а это перекрывают. Так, ну это человек из прошлого. Это человек из прошлого, ребят. И вы с этим прошлым, скорее всего, ну, окончили, какие бы то ни было, или в процессе завершения каких бы то ни было отношений, программ. Угу. Да, вы ушли в творчество, вы ушли в себя. Здесь вы даже защищаетесь от этого человека и с помощью магии также. Либо же ушли в познание магии для того, чтобы научиться защищать себя. Здесь к вам фортуна поворачивается. У вас появляются шансы, понимаете, как научиться себя защищать магическими вещами, магией, да, от нападок на вас. И параллельно с вашими вот этими удачными, так сказать, стечениями обстоятельств на нынешнем отрезке времени, кто-то из прошлого хочет это перекрыть тем, чтобы вас привязать к себе. Да, смотрите, внимательнее будьте, то есть вот какое вам предупреждение идет. Ну, тут по страсти человек идет к вам, и двойственный такой персонаж, возможно, даже, знаете, как задурить голову, а пока будет стоять на выборе вы, либо еще кто-то. Так. Давайте по этим посмотрим, какие же вам предупреждения идут, что хотят сказать. Неоднозначно, мужчина это или женщина. Потому что девочки сейчас у нас некоторые тоже не гнушаются со своих подруг, ну, стяги лепить через любовную магию. Через вот такие вот воздействия. Ну, привязывать просто человека и подкачивать его ресурсы. Так, там все пишется. Ну, давайте посмотрим, что нам хотят сказать еще. Давайте, знаете, как посмотрим. Если это женщина, да, и если мужчина. Давайте посмотрим. Если это мужчина из вашего прошлого, не обязательно партнер, может там друг, который на вас какие-то планы имел, да вы отказали. Ну, мало ли какие ситуации могут быть. Мужчина что хочет? Хочет вас покорить. Что-то будет в уши заливать, какую-то информацию.
Захочет вас привязать к себе, знаете, как ругаются, не ругаются, мол, ухожу, не ухожу, все равно вернусь. А ты, чтоб якобы как ждала. Будет рассказывать вам о том, что он очень к вам привязан. Обалдеть. Тут очень человек очень хочет с вами секса. Если он у вас с ним был, то у него лучше, чем с вами, не было ни с кем. Плюс тут тяга к нестандартным видам секса. То есть, в принципе, этот человек идет по низким вибрациям к вам. Его притягивает на этих вибрациях, а уж как сложится, там уже вы будете решать, надо вам это или нет. Ну, удовлетворение хочет от того, что он вас получит, понимаете? У него как азарт идет на вот эти игры. Он как охотится за вами, понимаете? Вы как жертва для него. Ну, здесь вы будете тайной женщиной. Здесь вы будете третьим углом в треугольнике. Еще чего он хочет. Знаете, как здесь за счет вас человек хочет за счет секса с вами стянуть с вас ваши ресурсы. Еще он хочет с помощью секса вам за что-то отомстить, чтобы вы как страдали по нем, понимаете, в ожиданиях вечно пребывали, сидели и, в общем, хочет привязать вас по низшим чакрам. Хочет, чтобы вы скучали за ним. Вот так вот. Так, и давайте посмотрим, если это женщина из вашего прошлого. Ну, мало ли какие ситуации бывают, да, чего вот от нее ожидать. От этой женщины вам. Чего она от вас хочет. Она тут хочет, знаете, как будто управлять вами, показывать вам дорогу, куда вам нужно идти. Чтобы вы всегда были в ее доступе. А для чего? А для того, чтобы через вас также привлекать к себе определенные какие-то ресурсы, понимаете? И эти ресурсы ей нужны для того, чтобы прийти к своей мечте. Вот. Тут, как знаете, может еще магически влиять на вас, пытаться гармонизировать ваши с ней отношения. То есть чем-то вас завлечь. Есть еще такой вариант, что человек чувствует за собой вину и таким образом, знаете, как не в открытую, хочет вам сказать, что, ну вот, напрямую не может сказать, что там извини меня, да, за что-то.
Вот типа мы с тобой будем общаться, и якобы как ничего не было, и все хорошо. Давайте еще посмотрим на всякий случай, что там от этой женщины. К чему-то она вас будет подталкивать. Она хочет через определенные деструктивные программы, эта дама, чтобы вы растеряли свою индивидуальность. Вот что она хочет. Да, она хочет управлять вами. И через общение с вами хочет получать какие-то тайные знания, чтобы вы делились той информацией, которая вам приходит от вашего рода. Это все, естественно, по дьяволу. Ее тоже как притягивает к вам. Притягивает. Ух ты. Она, слушайте, эта дама на вас делала ритуалы, а они не заходят, короче, понимаете? Они от вас отскакивают, либо вы чистку проводите. Вот, и вам как-то уже все равно на нее, понимаете? А ее, видимо, это бесит, короче. Ой. У нее какие-то дела заторможены, ее, и она хочет таким образом к вам, знаете, как подойти, взять ваш ресурс для того, чтобы протолкнуть свое дело какое-то и, собственно говоря, вас отшвырнуть. Здесь идет такой момент, что у вас больше каких-то знаний, вы выше нее. Ну, понимаете, как я здесь вижу? Ну, это может быть, конечно, и в рабочие моменты, и коллеги по работе. Но здесь человек хочет ваш ресурс, то есть ваши знания в магии, либо ваш профессионализм. Понимаете, вы по статусу не равны с этим человеком, с этой дамой. Да, у вас была ссора, смотрите. Она притворялась другом для того, чтобы вами управлять, для того, чтобы иметь над вами власть. Там нездоровый человек, у нее с психикой как-то не все в порядке. Вы, видимо, обладаете такой энергетикой через, ну, в общем, через общение с вами. Этот человек, когда вы... ну, искренне относитесь к человеку, да, она, ну, вы ресурсны, понимаете, вот человеку как фартит, везет, когда он общается с вами. Да, здесь подчинить хочется, но будет притворяться очень доброй феей, понимаете? Она хочет забрать то, что принадлежит вам. Пока вам будет одурачивать голову тем, что она якобы там, ну, к вам хорошо относится, будет забирать то, что принадлежит вам. Возможно, даже мужчину хочет у вас увести. Но помимо того, что мужчина может быть, и ваша должность,
и ваш ресурс, ваши знания, ваши потоки. Вашу силу, короче говоря. Так что вот такое вот здесь предупреждение от рода вам. Слушайте, она как будто хочет от вас энергию для того, чтобы получить себе защиту. У нее защиты поспадали. И таким образом, пока она будет с вами вот эти игры в дружественность играть, привязками на вас действовать, она вот подтянет ваши. Она как хочет быть фавориткой судьбы, либо же ваша энергия ей необходима для того, чтобы выиграть. Получить какой-то статус. Скорее всего, здесь мне идет так. У вашей подружайки, у этой, есть мужчина, который, у которого она в любовницах, и ей не хватает как ресурсов, понимаете, дабы стать главной женщиной в его жизни. Она через вас хочет этот ресурс себе подгрести, дабы ей вот хватило энергии, поняли, да, на вот эти все махинации ее, на воздействие на этого мужика. Либо же хочет стать фавориткой перед высшими силами, понимаете, потому как она чувствует, что она ниже вас по статусу и что у вас больше дара, и как бы ее это очень напрягает. Ну, здесь у вас ссора была, но понимаете, через ссоры какие-то и конфликты с вами, она таким образом вас вампирит. И причем, знаете, это такой человек, который вечно недоволен, как бы вы к нему ни относились. Всем недоволен, ему всего мало просто, короче говоря. Просто мало всего, что бы ему жизнь не предлагала. Этому человеку не хватает денег, статуса, и он хочет это взять через вас. Да, он манипуляции проводит определенные в вашу сторону, дабы вы с ним начали общение. Вот так, давайте посмотреть совет вам хочу. Короче говоря, что мужчина, что женщина здесь не особо блещут адекватностью, кто бы к вам там не заявился. Вот знаете, только кто вам там с дружескими посылами пойдет в ближайшее время, отслеживайте, как вы себя чувствуете, что человек транслирует, и самое основное, что у вас происходит в жизни при общении с этой персоной. То есть, если вы там, допустим, с ним пообщались или с ней, да, даже просто по телефону поговорили, и у вас какой-то заказ отменился, ну, все, считайте, что она вас свампирила, ваш ресурс ушел к ней, и делайте выводы, что эта личность просто, не должна в вашем пространстве находиться. Она будет находиться до тех пор, пока вы не научитесь ценить то, что вам дано. Пока вы готовы это сливать, а не пользоваться этими ресурсами своими, до тех пор вот такие персоны будут приходить в вашу жизнь. Здесь страхи будет на вас нагонять. Человек хочет вас победить любыми методами. Будет на ментале работать. Тут личность такая, знаете, хочет... Этой личности очень не хочется, чтобы вы занимали свой трон, чтобы как ваш род увидел, что вы не в ресурсе, вы не готовы себя отстаивать, вы не готовы к борьбе, как будто чтобы ваш род стал
бездействовать. То есть, если род вам помогает, защиты там, да, и чистки проводить, и силу вам дает, то в общем, эта персона обходными путями хочет от вас и прощения получить, но при этом, знаете, как для галочки, а на самом деле еще опять вас попользовать. Знаете, здесь еще человек, которому очень тяжело дается его трансформация для того, чтобы созидать и творить в этом мире с помощью своих способностей, с помощью вообще своих каких-то качеств определенных, да. И эта персона хочет за счет вас получить вот это облегчение, чтобы вы, понимаете, как она... Если этот человек практик, то эта личность относится несерьезно к той силе, которая ей дана. Знаете как? Играючись. И хочет, чтобы и вы стали безответственно себя вести. И, естественно, тогда у вас падает ваш потенциал. Вы уходите со своего намеченного пути, как бы, и тем самым вы, позволяя таким людям находиться в своем пространстве, вы сливаете потенциал, сливаете то, что вам приготовила сама Вселенная в подарок. Так, давайте посмотрим, как вам действовать. По суду, ребята. Не подпускайте этого человека к себе близко. Вообще, если глобально этот человек на слишком низких вибрациях и только появляется в вашей жизни, у вас идут уже какие-то неполадки, там может и техника ломаться, вообще до любой мелочи. Все, сразу же отсекайте этого человека. Если будет нападать магически, то есть тут безбожно давайте лещей вдогонку. Не дайте этому человеку обвести вокруг пальца вас, понимаете? Просто не ведитесь на его речи. Да, эта персона хочет через вас себе открыть путь в будущее на вашей энергии, на ваших ресурсах. То есть, понимаете, есть люди неосознанные вампиры, то вот здесь осознанные вампирюги, которые не просто ищут, да, для себя жертв, они искусно ее подбирают и могут сыграть любую эмоцию. Знаете, их как совесть где-то там поджирает, они понимают, что они получают свыше за свои вот такие поступки, но не останавливаются, а продолжают дальше это делать. Ну, в принципе, это их уже проблемы. Так, давайте совет вам. Посмотрим. Ну что, совет вам. В полнолуние работайте на... Во-первых, с родом, с вашими помощниками, они тут возле вас будут. Работайте на привлечение богатства в вашу жизнь. Тут и открытие дорог, и более тесная связь с родом, и открытие своих способностей. То есть здесь очень такой большой спектр. Не позволяйте никому ввести вас в состояние жертвы, понимаете? Это кармическая проверка рода вас. Поддадитесь или не поддадитесь.
Защиты простраивайте себе от таких людей, пожалуйста. Вот в чем загвоздка. У кого-то из вас рухнули защиты. Огнем работайте, и все вот эти воздействия сможете вымести из своей жизни. То есть действия этого человека не возымеют никакого результата по отношению к вам. Здесь руникой защиты себе. Или добавьте. У кого хорошо все по защитам, тогда просто добавьте себе защит. Чтоб лишний раз вот такие вот люди не сбивали вас с вашего жизненного пути и не мешали вам. Вот. Если кто из вас, возможно, попал на мой канал впервые, то это вот вам очень в помощь будет. Такое вот ощущение, что вот кому-то эта информация была нужна, кто-то не готов. Точнее, к определенным вещам вы готовы, но, как знаете, своеобразный урок идет. Так что вот такой вот у нас был расклад внеплановый, о чем желает вас предупредить род ваш. Будьте осторожны, берегите себя, свои ресурсы, то, что вам дают свыше. Вот, и ваша родовая система. И мира вам и добра. Пока-пока.